21 мая 2021 года в нашей стране в 9-й раз будут отмечать День полярника, профессиональный праздник мужественных и смелых исследователей Арктики и Антарктики. Среди выдающихся полярных исследователей есть и уроженцы Пензенского края, среди которых самый известный Константин Сергеевич Бодигин. Константин Сергеевич Бодигин родился 29 ноября 1910 года и провел первые 3 года своей жизни именно здесь, в Пензе, на улице Куйбышева в доме номер 3. В настоящее время здесь проводятся выставки и конференции. Ранние детские годы Константин Бодигин провел с родителями на Украине, каждый год приезжая в Пензу к родственникам. Позже Константин Сергеевич вспоминал: «Я очень любил бывать в Пензе. Помню, как прыгали в Суру с высоких мостков». Бывал Константин Сергеевич в нашем городе и позднее, став знаменитым писателем на встречах со своими читателями. В 1923 году семья Бодигиных переселилась в Москву. В 1932 году Константин Сергеевич окончил Владивостокское мореходное училище и навсегда ушел в морскую службу. В 1935 году он поддержал обращение комсомольца в Арктику и поступил в экипаж ледокола «Красин». Легендарный Отто Юльевич Шмидт перед отправкой ледокола в дальнее плавание приветствовал комсомольцев: «В вашем лице мы получили крупное пополнение. В ближайшие годы нам потребуется сотни моряков для строящихся новых мощных ледоколов». В 1937 году, получив специальность штурмана, Бодигин назначается вторым помощником капитана ледокола «Садко», на котором участвует в новой экспедиции в Арктику. В марте 1938 года Бодигин был переведен капитаном на ледокольный пароход «Георгий Седов», на котором с командой из 14 человек совершил дрейф во льдах Северного Ледовитого океана. Этот уникальный дрейф продолжался 812 суток и составил 3307 миль. В ходе дрейфа был собран уникальный научный материал, проведены ценные океанографические, метеорологические, геофизические и биологические наблюдения. Георгий Седов за время дрейфа выдержал 156 сжатий и торошений льдов. И в том, что пароход сохранил судоходность, немалую роль сыграли мужество и выучка капитана и членов экипажа. В Москве членов экипажа встречало правительство. Все они были удостоены звания Героев Советского Союза, а пароход «Георгий Седов» награжден орденом Ленина. В период Великой Отечественной войны Бодигин был начальником штаба морских арктических операций, руководил перевозками грузов из США во Владивосток. После войны Константин Сергеевич посвятил себя писательской деятельности, войдя в когорту лучших исторических романистов нашего времени. Скончался Бодигин 17 марта 1984 года. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. В честь Константина Сергеевича в нашем городе были названы улица и проезд в микрорайоне Шуист железнодорожного района. Также ему отведена значительная часть экспозиции в открытом в 2016 году Музее русских экспедиций.